Диагностика неисправностей холодильника. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Автор статьи Владимир Поляков. Многие домохозяйки сталкиваются с тем, что холодильник перестает морозить продукты или делает это некачественно. Иногда с сохранением холода проблем нет, но техника издает громкие звуки, трещит или периодически выключается. В данном случае важно определить причину поломки, чтобы понять, возможен ли самостоятельный ремонт или лучше посетить сервисный центр. В этом видео я хочу рассказать, как провести диагностику холодильника самостоятельно. Итак, как же произвести диагностику холодильника своими руками? И что нужно для этого знать? Техника может выйти из строя из-за проблем с внутренней камерой. Холодильник не замораживает или не охлаждается верхний отсек, но двигатель работает. Проблема в данном случае связана с неполадками в одной или нескольких составных частей системы. Холодильник произвольно включается и выключается. Иногда он выходит из строя окончательно и не реагирует на подачу электричества или выключение из розетки. Определить неисправность холодильника можно на ранних этапах, если вовремя обращать внимание на характерные для поломки моменты. Важными показателями того, что техника неисправна, считаются нехарактерные звуки, отклонения в работе, выявленный запах гари, другие детали, которые становятся заметны при осмотре. Очень часто при неисправностях повреждается механическая часть корпуса, разрушается термоизоляционный слой и смещается температурный режим. На месте повреждения скапливается конденсат, который стекает по технике и замораживает детали. Открыть корпус оборудования при этом не всегда удается легко. Инструкция по определению поломки. Проверка кабеля. Компрессор холодильника присоединяется через кабель с соединяющими деталями. Проблема может состоять в неисправности кабеля или контактов. У компрессора есть две обмотки – пусковая и рабочая. При помощи мультиметра делают проверку, присоединяя тестер поочередно к клеммам. Делаем замеры, величины суммируем, сравниваем с сопротивлением между двумя обмотками. Исправный компрессор в итоге показывает равные величины. Небольшое отклонение допускается в пределах возможной погрешности прибора. При этом диагностика проводится при температуре холодильника не выше 20 градусов. Первый провод всегда присоединяют к клемме рабочей обмотки, второй – к общему выходу. Третий провод также к рабочей клемме, после этого подают напряжение электрического тока. К выходу пусковой обмотки подводят третий провод. Если компрессор заработал, то проблема не в нем, а в реле. Нужно заменить кабель, который подсоединяет детали друг к другу. Электроника. Важно знать, как определить неисправность электроники самому. Чаще всего причиной являются перепады напряжения, из-за которых защитно-пусковое реле холодильника может перестать срабатывать, что ведет к поломке. Для проверки нужно снять пластиковую крышку, внимательно осмотреть контакты. На проводах не должно быть видно следов окисления или ржавчины, которые часто служат причиной неисправности мотора из-за перепадов напряжения в электрической сети. Если при осмотре не удалось обнаружить дефекты или отклонения, тестером проводят прозвон деталей через контакты катушки, которые находятся на входных и наружных ее боках. При нулевом сопротивлении можно говорить об исправности детали, но если сопротивление стремится к бесконечности, то катушка и реле перегорели и не подлежат эксплуатации. Отремонтировать их, конечно, можно, если перепады напряжения не сильно повредили присоединяющиеся провода. Если же деталь полностью непригодна к эксплуатации, то ее меняют на новую. При этом важно исправить напряжение в сети до среднестатистического и приемлемого для работы холодильника. Если этого не сделать, то можно снова ждать перегорания деталей. Цепи управления. Чтобы проверить цепи управления, необходимо провести диагностику. Замкнуть два провода, предварительно отсоединив их от реле. Так проверяется контакт между проводом и вилкой включения. Если контакт появляется, то реле оттаивания находится в норме, в нем проблемы нет. Если колебания стрелки нет, значит есть проблемы с напряжением. Если проблема обнаружена, нужна проверка блока для диагностики оборудования на предмет поломки. Возможно, шнур перегнут или сильно поврежден. Агрегат в данном случае практически полностью выходит из строя, и подача электрической сети никак не влияет на работу оборудования. Температурный датчик и терморегулятор.
Осмотр температурного датчика проводится путем соблюдения следующих правил. Отключить проводку и снять ее с оборудования отверткой. Проверить регулятор оттаивания, проверить вывод тестером. Меняют датчик, если тестер показывает замыкание. Этот случай говорит об однозначной неисправности детали. Если поломка заключается в нарушении функции оттаивания холодильника, то просто устанавливается специальная перемычка. Ее можно сделать самостоятельно. Для этого берут металлический жучок. Металлический жучок подойдет только для не совсем новых моделей холодильников. Использовать жучок на регулярной основе нежелательно. Это должен быть временный вариант. Сломанный элемент в скором времени подлежит замене на исправный. Компрессор. Неисправность компрессора может состоять в следующем. Не включается вообще, при этом пусковое реле щелкает, как бы инициируя старт. Работает, но не морозит. В агрегате не хватает хладагента или механическая часть полностью износилась, а компрессор не может подать нормальное давление в трубах. Холодильник в данном случае исправно питается от сети и вроде как работает, но не охлаждает продукты в верхнем отсеке и не морозит нижнюю часть. Агрегат не охлаждает камеры, либо наоборот сильно активно работает, что появляется на стенках лед. Это может говорить о неполадках в работе высасывающего клапана, датчика температур или реле. Все эти детали ответственны за подачу сигнала на команду «Запуск». Ряд моделей холодильников имеет блок электронного управления, который самостоятельно локализует проблему путем диагностики и подачи сигнала в пусковую установку. На стенках холодильника скапливается приличный слой льда. Нарушение обычно связано со сбоем в цикле работы агрегата. Также из-за избыточного давления хладагента в системе возможна поломка компрессора. Ремонтировать самостоятельно или обращаться к мастеру решать хозяевам. Если поломка очевидна, но есть способы устранения проблемы, то никаких лишних затрат это не повлечет. Но вот если деталь совершенно неисправна, то ее лучше всего заменить в сервисном центре. Прозвон пускового и защитного реле. Неисправность пускового и защитного реле может состоять в следующем. Окисленные или обгоревшие контакты, повреждение механического характера, перегрев позисторного элемента, нарушенное крепление реле, неправильное его расположение, перегорела спираль, заклинивает сердечник. Для проверки этих неисправностей в индукционном механизме реле убирается соленоид. Затем проверяются контакты. Если они окислены, то легко очищаются наждачной бумагой. При сломанном сердечнике его вытаскивают и заменяют на исправный. Реле должно всегда находиться в строго определенном направлении, которое указывается стрелкой. Электродвигатель. Обрыв пусковой обмотки может привести к нагреву мотора. Это служит причиной активации пускозащитного реле. Электродвигатель холодильника окончательно отключается при выходе из строя обмотки. Холодильник при этом может исправно работать, но совершенно не морозить. Чтобы проверить, в чем проблема, в отказе работы электродвигателя нужно проверить, теплый или холодный конденсат выходит. Дело может заключаться в недостаточной закачке фреона. При заполнении пространства газом работа двигателя приходит в норму. Часто проблема может состоять в том, что мотор или компрессор подвергается постепенному износу из-за продолжительной эксплуатации оборудования. Чрезмерная нагрузка на двигатель – распространенная причина того, что происходит нагрев и выход из строя электродвигателя. В каких же случаях самостоятельный ремонт невозможен и нужно вызвать мастера? Самостоятельно можно проводить мелкий ремонт холодильника, который состоит в регулировке ручки, замене резинового уплотнителя на дверце или в установке новой лампочки. Можно выполнить ряд процедур, которые состоят в разборе основных деталей и быстрой их замене. Но есть серьезные неисправности, с которыми лучше не связываться и обратиться к мастеру. Утечка хладагента. Нужно восполнить эту утечку, чтобы избежать других серьезных поломок. От оборудования исходит запах пластмассы. При этом все возможные причины проверены самостоятельно, но нарушений или поломок детали не выявлено. В данном случае мастер поможет быстро сориентироваться в причине поломки и исправить ее. Дергание и постоянное прерывание работы холодильника. Если при таких признаках все возможные моменты были учтены и проверены все элементы, то мастер нужен для диагностики серьезных дефектов, которые не видны обывателю на первый взгляд.
Своими руками провести диагностику холодильника просто. Для этого нужно знать, где расположены основные детали и элементы, а затем проверить их на исправность. В более сложных поломках стоит не руководствоваться своими умениями, а довериться специалистам. И обязательно будьте внимательны при работе с электричеством. Соблюдайте технику безопасности и не подвергайте свою жизнь угрозе. Автор статьи Владимир Поляков. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.